что, ребят, сегодня мы вам расскажем про апартаменты Орби Сити. Вот так они выглядят. Вахтанг сейчас покажет. Пришла зима. Пришла есть. зима в Орби Сити. Все помесячно сдаем. Перевели уже месяц, как даже полтора, наверное, как перевели все на помесячную арендную плату. Сейчас все покажем. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Поехали. Так выглядит холл апартаментов Орби Сити. Украшают к Нового года. Украшения к Новому году. Это новая рецепция нам сделали, так видишь. Все время очереди были и разделили. Здесь карты выдают, там оплачивают счета. Ага, добавили. Смотрите, украсили елочками. Вот здесь вот можно ожидать гостей. Вот так вот выглядит. Вахтанг, ну рассказывай, как обстоят дела сейчас в Батуми зимой? Зима у нас началась в городе. На самом деле, прошлый год чуть-чуть собственников, как говорится, воодушевил, цены поднялись очень сильно, и народ прям был доволен, многие даже еще начали покупать апартаменты. Но в этом году цены вернулись, как были позапрошлом году, то есть зимой в среднем $250-300 апартамент стоит за месяц, плюс коммунальный. Конечно, у многих настроение подупало, но такова реальность. Батуми всегда мы работали так, что летом посуточно, а зимой чисто, чтобы покрывать расходы. Цены вернулись, как и были, восвоясь. Да. Сейчас я вам покажу два типа апартаментов. Это так называемые апартаменты башня на башню и вид на Турцию. Сейчас мы находимся. Башня С. Это вид башня на башню. Это апартаменты студия, 33 квадратных метра. Полностью мы эти апартаменты доводили. Я как-то снимал ролик, какие мы их получили. Где-то у меня, если осталось видео, я теперь их перекину. Этот апартамент был затоплен. То есть собственник оставлял его в Орби Сити. Его вот здесь вот затопили. Здесь все было залито водой. И он не сдавался, то есть стоял. И то есть никакой прибыли не приносил он собственника. Мы его приняли в таком виде. В первую очередь пока привели порядок весь апартамент, то есть покрасили все. И дальше уже начали обустраивать. То есть мы сюда закупили технику. Здесь стоял маленький холодильник, охладитель. Мы его убрали, вместо него поставили стационарный холодильник с морозилкой для помесячного проживания. Микроволновку поставили. И добавили всякие шкафчики, вешалки. То есть это все для удобства. Конечно, поставили сразу в первую очередь стиральную машинку, потому что жить помесячно без стиральной машинки вообще невозможно. Вот. Здесь переделали, здесь мы чуть-чуть так модернизировали. Вот здесь висел вот этот шкафчик, вот этот вот, который висит в ванной. Он висел здесь только вдоль. Мы его перевернули. Добавили внутрь полочку, и получилась такая вот тумба. А здесь мы сделали такой большой с сушкой для посуды. Чуть-чуть его переделали. Потом у нас обычно всегда была проблема, куда убирать вещи. Апартамент маленький, всего один шкаф. Вот этот при входе во всех апартаментах. Это стандартные апартаменты, как делается Аморби. И мы еще добавили вот такие вот выдвижные ящики под кроватью сделали. Удобно. Да, это очень удобно. Тумбочки, это там просто полочка была, добавили прикроватный. Ну и, конечно же, везде мы ставим вот дополнительное это отопление. Керамические панели. Где-то кварцевые мы ставим панели. То есть они Энергосберегающие и хорошо нагревают, потому что зимой все-таки с кондиционером отапливаться не очень комфортно. Поэтому апартаменты должны быть теплые. Это вид башни на башню, так называемый. То есть, почему башня на башню? Впереди стоит башня-близнец, блок А. Всего их 4 башни сейчас. Блок С, блок А, блок Д1, Д2. Вот. И башня на башню называют те Сейчас виды, которые... подписчик Вахтанг звонил как раз в этом корпусе, спрашивал, что внутри происходит, внизу. Внизу бассейн делают.
бассейн делают, обустраивают территорию. Внизу должны быть, вообще по проекту, внизу должны быть бутики, спа, всякие Инфраструктура, развлекательные. То есть магазины. магазинчики, Сейчас да, сделают казино здесь и так далее. бассейн Да, внизу. то есть много чего должно Это мы на быть. каком этаже, Вахтанг? Это 25 сейчас этаж. 25 этаж, а всего апартаментов 50. 52 этажа, всего 47 жилых. Дальше 47? уже там лаунж-зона, она тоже, кстати, пока еще не функционирует. Работает только апарт-отель пока. Вот. И вид, конечно, на поющие фонтаны. Здесь вечером у нас поющие фонтаны, да. Здесь уже порядок навели после шторма у нас. Видите, быстро, как службы работают. Уже набережную дочищают. В горах снег уже выпал. Посмотрите, какой вид. Да, красиво очень. Отсюда горы, а туда вот сегодня видно вот Кавказсионе. Вон там, видите? Видно Кавказский хребет. Кавказский хребет виден он полностью. Когда его ясно видно, по поверьям, так говорят, что значит будет похолодание. То есть сегодня тепло, так, но именно по этой Ожидаем примете, да, ожидается похолодание? похолодание, да. Так что ждем холода. Погода сегодня, посмотрите, какая шикарная. Но вообще погода. у нас погода классная. В январе может быть 20 градусов, поэтому если ветер будет с гор идти, и если там выпадает снег, обычно у нас сюда идет такой циклон прохладный воздуха. А так вообще тепло. Вот сегодня у нас какой день зимы уже, да? Сегодня 3 декабря. Мы просто в кофточках ходим. В спортивных костюмах. Здесь раскладывается диван, поэтому здесь на 3 персоны. Вот это кресло раскладывается. Есть апартаменты на 3 персоны, есть на 4 персоны, такие студии. И есть просто на 2 персоны. На 2 персоны, можно сказать, один есть у нас, и на 2 персоны. В основном все они на 3 персоны минимальные. То есть двуспальная кровать king size и раскладной футон такой на одного человека. Здесь индукционная плита, посуда, все есть. То есть фен, Все интернет, Wi-Fi. необходимое для жизни. Полотенце, утюг и подушки, одеяло. Там гладильная доска, все есть. Вся посуда. Кастрюльки там есть, все. Вот такое Что вот. нужно для жизни и перезимовать, да? Ну да, это именно такое жилье для тех, кто не любит заморачиваться, там пришел быстренько, поспал, что-то там чуть-чуть приготовил и все. В основном это молодежь, которая вот любит жить в апартаментах. Какая сейчас цена на такие апартаменты? Цена от $300, это если аренда до 2 месяца имени. Если больше 2 месяцев, то по 250, то есть от 4 месяцев $250. Угу. А если люди захотят посуточно приехать на Новый год? Посуточно от 80 лари. Угу. Цена. Это тоже сколько долларов? От 200 и Это более. сколько долларов? 80 лари. 80 лари это где-то $33 примерно. А, $33 даже? Ну, нет, да, 33, да, 33 2,7 сейчас курс. 2,7 где-то это получается $30, где-то 78 в ларе получается. Ну, 31 может быть там доллар. То есть, ну, $30, короче, считайте так. В общем, вот такой разброс цен, ребят. Летом такие апартаменты сдавались по... А цены были от $50 минималка. То есть Минималка $50, 50 такая долларов, студия. $45. Это за сутки цена. Угу. Понятно. Еще один момент. Я часто, когда записываю видео, пишу от $250. И потом мне звонят и говорят, почему у вас написано от $250. $250, ребят, цена, повторяюсь, от 4 месяцев и более. То есть меньше 3 месяцев цена будет $300. Плюс Есть еще, да, есть еще же разные виды, есть виды. Да, это, конечно, играет роль. Есть у меня там высокие этажи, они на $50 дороже. То есть минимальная цена, вот так, средняя цена это $300 за месяц. Угу. Если на долгосрочно, тогда еще можно скидку делать. Ну, и также собственники апартаментов Орби Сити, которые ищут в управление отдать кому-то, можете обращаться тоже к Вахтангу. Да, Вахтанг? Да, звоните. Участок находится в 17 километрах от города, 7 километров от моря. Здесь есть все коммуникации, есть газ, есть свет, есть вода, заповедная зона. Гора Амтирала, вот она.
2500 квадратных метров. Смотрите, здесь есть подъезд прям к участку. Солнце здесь вообще 360 градусов. Обзорная площадка. Здесь никакой тени не будет. Вот с утра до вечера солнце заходит в море. Посмотрите, какой прям здесь ровный участок. Здесь особо не надо вкладывать много усилий. Здесь земля очень благородная. Бесплатная вода. И прямо на самом участке. Горная вода. Бамбуковая роща. А это все мандарины. Вот сад из мандарин. Мандарины, лимоны, хурма. Это апельсины? Да. Апельсин Вашингтон. Он еще пока не спелый, но... Здесь раньше были чайные плантации. И вот этот в мае вы срываете 2 листочка верхних и пьете просто майский чай. Все, что хочешь, все, что растет в Аджаре, тут есть. Хурма. Прям спелая. Вкусно. Сладенько. Как мармелад. Красота. Открой рот. Мучмала скоро зацветет. Вот это называется в Грузии конфетное дерево. И для продажи построить коттеджи. Ну, потому что вы сами видите, какое место. Тут на воздухе можно на сваях поставить еще такие домики для сдачи и для жизни. Потому что, ну, рядом с городом и в таком раю жить, с лимон, апельсин, мандарин, хурму, королек, и инжир, киви, все срывать. Виноград, просто утром выходишь во двор, срываешь и кушаешь. Ну, чем не рай? А какой тут воздух? Вы слышите, птицы поют. Орехи, грецкий орех. В общем, у нас есть идея. Хотите узнать о нашей идее? Пишите, какие у вас есть идеи по этому участку. Покажем еще на Турцию, для стороны. Какие там апартаменты? Да, для разнообразия еще покажем, чтобы народ понимал. Еще вид, да, так называемый вид на Турцию, называют его так. Обычно в форумах пишут и спрашивают, когда мне пишут, там, есть у вас вид на Турцию. Я, честно говоря, большой разницы не вижу, если апартамент утеплен, то есть, ну, просто стоит обогреватель, большой разницы нет. Да, конечно, та солнечная сторона, но внутри все одинаково. Ну вот смотрите, ребят, в эти заходишь, прям сразу яркое такое солнце. Такие же апартаменты, точно такая же студия, только видите, на солнечную сторону. Поэтому тут все залито солнцем. И такой прекрасный вид. Поэтому эти апартаменты стоят немного дороже. Потому что здесь солнечный вид, тоже горы, город, море. Расскажи, Вахтанг. Да, ну это солнечная сторона, и днем, особенно в хорошую погоду, конечно, здесь намного теплее. И те, кто любит на балконе посидеть. Хотя я вот на своем веку, как говорится, работы здесь в Орби, мало видел тех, кто сидят на балконе долго и там загорают или еще что-то там. Хотят всю эту сторону, снимут апартаменты и все время целыми днями гуляют. Да, конечно, утром позавтракать, конечно, прикольно. Хозяин барин, то есть готовы на там чуть-чуть больше заплатить, без проблем. Есть и такие варианты. Ну, кто-то просто любит очень солнечно. Хотя летом тут, наоборот, сильно жарко. Здесь у нас тоже обогреватели, кондиционер, естественно, тоже вся мебель, тумбочки. Вот такой столик для... Вот кто-то на компьютере, может, работает. Или там позавтракать маленький. Диванчик тоже раскладывается, это кресло. Тоже большой стационарный холодильник. Микроволновая печь, такая же, везде здесь одинаковые индукционные плиты. У нас все апартаменты оснащены посудой, кастрюли, все, что нужно, все, что необходимо. Все одинаково, да, ты, Вахтанг, здесь сделал? Тоже вот эту тумбочку. Ну что, Вахтанг, приглашаем, да, на Новый год отпраздновать в Грузии в апартаментах. Приезжайте, мы вас встретим. У нас теперь каждое воскресенье в 21:00 по Москве и в 22 по грузинскому времени. Ждем вас на прямом эфире в Ютубе. Будем отвечать на все вопросы по зиме, как провести зиму, как перезимовать в Грузии, какие здесь можно посетить места, сколько что стоит.
земельные участки, аренда недвижимости, отдых, рестораны. В общем, задавайте нам все вопросы. Ждем вас в прямом эфире. Сейчас, ребят, мы вам покажем еще апартаменты в корпусе. Корпус какой-то Д? В корпусе Д. Вот сегодня у нас 3 декабря. Корпус блок Д вот написан. Здесь еще стоит кран. Больше всего нравятся вот эти блоки. Д и С. Д и С. Новенькие, потому что, да? Да. Новенькие прям. Вообще все новенькое, классно. Он в этом году открылся. В общем, погода у нас сегодня, ребят, 19 плюс 19 градусов. Видите, уже Новый год, новогоднее настроение. Поставили здесь елочку, украсили красиво. Красивее, чем в корпусе С. Здесь тоже вот зал ожидания вот такой. Здесь можете подождать. Когда будете заселяться, классные кувшины. Украсили ее, да? Вахтанг, рассказывай теперь про эти апартаменты. Это тоже один из моих любимых апартаментов. Потому что здесь мне нравится очень вид. Смотрите, какой здесь вид. Внутри, конечно, везде все у нас стандартно. Кровать king size, ортопедический матрас. Матрасы, кстати, очень хорошие здесь, ребят. Очень удобно спать. Подушки тоже, матрасы, полотенца. Ну, здесь вот такой прекрасный вид на город. Старый город. Посмотрите, море. Здесь горы. Аллея героев. Внизу у нас вон там стадион по стандартам УЕФА. И здесь вот такие вот развязки и красивый город. Сейчас еще аллею доделают до конца, ее реконструируют, аллею героев. Да, там чуть-чуть еще осталось доделать, будет красиво. И здесь делают мост, Да, наверное, да. тоже, да, будет туда Да, переходить? да, В общем, пока это выглядит вот так. Новый год, кто сюда заедет, он прям именно ощутит самый кайф Нового года, потому что здесь вот именно вот весь фейерверк происходит вот здесь вот, весь театр действий происходит именно здесь. Да, потому что в Грузии просто с каждого окна, с каждого балкона петарды, везде все взрывается, Фейерверк. город весь просто переливается, очень красиво. Очень шумно, очень красиво, но это того стоит, чтобы такое Часть увидеть. всё происходит лучше всего. Забейте в интернете, посмотрите Новый год в Батуми, какие фейерверки бывают у нас тут в городе. То есть здесь просто что-то. Здесь, кстати, у нас стоит кварцевая батарея вот с таким вот регулятором. Ну, Типа- очень хорошо греет, тоже от Да, них мы очень специально регулятор ставим подальше, потому что здесь стоит как он датчик тепла. И пока тепло доходит до сюда, он включается. То есть отключается, когда уже комната нагреется, он отключается. Чуть опустится температура, он опять включится. Все, в принципе, все так же. Здесь есть шкафчики тоже, шкаф, машинка стиральная, душевая кабина. И здесь тоже стандарт. Здесь, кстати, нету плиты. Здесь другая да, здесь плита изначально, электрическая. здесь изначально застройщик пока не хотел ставить, чтобы вообще не было плит. Ну, потом все-таки нашли общий язык, и он дал добро на то, чтобы поставить индукционные плиты, Электрические. поставили, да. Вообще изначально концепция была самого Орби Сити, чтобы здесь не было ни стиральных машинок, чтобы здесь не было ни плит, ничего, чтобы, то есть было бы как внизу была бы там какая-то столовка, что такое, и прачечная, куда все относили бы вещи, все это стиралось бы. Но так как заполняемости нет, они не смогли как бы заполнять эти апартаменты, и так и даже прачечную не успели построить. Поэтому все пришлось Но, переделать. несмотря дали добро. на это, можно вечером еще подсъемку сделать, насколько заполнен час Орби.
Ну да, сейчас я могу сказать, что процентов 30 заполнен, 40 даже. Ну все, ребят, приглашаем вас. Показали вам сегодня апартаменты все одинаковые, на разных этажах, в разных корпусах, с разными видами. А так комплектация у них, в принципе, у всех стандартная, одинаковая мебель. Но вот мы сделали такие дополнительные еще шкафчики. Вахтанг сделал, поэтому обращайтесь. Приколюхи. Собственники, обращайтесь, если хотите с нами посотрудничать по управлению. Вот Вахтанг может вас проконсультировать по всем вопросам, по отчетности, как он это делает, на каких процентах мы работаем. В общем, пишите. У нас под каждым видео есть наши WhatsApp, пишите Вахтангу, пишите мне, и мы с удовольствием вас проконсультируем. Подписывайтесь обязательно на канал, кто еще не подписался. Канал у нас о жизни в Батуми, о том, как мы здесь живем, работаем и оказываем помощь людям, которые сюда хотят приехать, познакомиться с Грузией, познакомиться с Батуми. Оказываем сейчас консультационные услуги еще и по Турции. И партнеры к нам постоянно обращаются. Сейчас будем проводить прямой эфир еще с Северным Кипром, так как сейчас большая миграция идет. И люди хотят приобретать недвижимость и в Грузии, и в Турции. И если есть такая возможность финансовая, конечно, то мы вас можем проконсультировать и рассказать и плюсы, и минусы этих замечательных стран. В нашем управлении находятся студии, двухкомнатные и трехкомнатные панорамные номера с шикарным видом на море. Ортопедические матрасы размера King Size. Все номера укомплектованы бытовой техникой и всем необходимым для комфортной жизни. Апартаменты сдаются посуточно, но по договоренности можем сдать вам их и на долгий срок. Чтобы забронировать эти прекрасные апартаменты, пишите нам в WhatsApp. И если вы собственник апартаментов Orbi City, вы можете также договориться с нами о сотрудничестве. Не забывайте подписываться на канал, потому что из-за моих политических высказываний я попадаю в теневой бан, и вы мне очень поможете, если поставите прямо сейчас лайк, напишите какой-то комментарий в поддержку меня, нашего канала. Вот очень буду вам признательна.